Здравствуйте! Сегодня я получила разрешение от одной супружеской пары рассказать их историю. Я работаю в том числе и с парами, как психолог. Одна из моих квалификаций – это психолог-сексолог, и история будет связана с сексом. Пара получила свои положительные изменения и разрешила поделиться абсолютно анонимной их историей, потому что эта история может действительно помочь многим семьям. Та проблема, которую я сейчас расскажу, она есть, правда, в очень многих семьях, но, к сожалению, люди живут с этой проблемой всю жизнь и даже не понимают, что то, что стало для них нормой, на самом деле в современном мире уже не обязательно нужно принимать за норму, с этим нужно что-то делать. Ситуация такая. Женщина жила в такой картине, в своей картине мира, что мужчинам всем нужен секс, а женщинам секс не нужен. И чтобы мужчина не приставал к ней с этим сексом, вот лучше бы он ходил куда-нибудь к другой, делал там свое это грязное дело и приходил к ней домой. Он как муж, все отлично, он отец детей, у них семья, это порядочная, приличная семья, но вот секс, вот это вот что-то похотливое, грязное, вот ходит куда-то, вот главное, чтобы я об этом не знала. Это звучало так. И так они жили очень много лет. И когда у них накопились проблемы, и они отличаются от многих, кто живут с проблемами, тем, что они решились их менять, пришли и узнали, что, оказывается, это не совсем нормально. Почему? Ну, во-первых, когда мужчина с такого негласного, скажем, позволения жены много лет ходит налево, есть всегда вероятность того, что он может там по-настоящему влюбиться, и из таких походов просто заняться сексом это перейдет в отношения. И там окажется по стечению обстоятельств женщина, которая секс любит. Ну, если она принимает женатого мужчину, они занимаются сексом, то большая вероятность, что так окажется, что секс она любит. И если мужчина окажется с женщиной, в которую он влюблен, и еще и секс она любит, а жена секс не то что не любит, она считает это чем-то не очень допустимым в жизни, то есть это что-то ненужное, и не просто ненужное, а что-то еще и нехорошее, ну то что тогда будет? Мужчина может уйти. Не столько, знаете, про то, чтобы удерживать мужчин, то есть, да, это один вектор, что семья может разрушиться там, где, может быть, она могла бы и не разрушиться, если бы женщина относилась к сексу иначе. Я расскажу в этом видео, как иначе. И второй момент, что женщина, которая всю жизнь занимается сексом крайне редко, а так как я консультирую пары, могу вам так, с уверенностью сказать, что в мире существует очень много семей, где секс происходит раз в год, например. И это их норма. Нормально ли это? Не знаю. То есть это их норма, для них это нормально, да, но есть смысл задуматься о расширении этой нормы. И в этих парах, на удивление, казалось бы, да, супруги могут даже не изменять друг другу. Но вот так бывает. И вернемся к истории, да, этой пары. То есть первое, почему стоит задуматься о переменах, потому что всегда есть риск, что мужчина встретит ту, в которую он влюбится, и которая будет любить секс. И раз он ходит за сексом куда-то, значит, он тоже любит этим заниматься. А второй момент – женщина, потому что если посмотреть на эту историю с ее стороны, женщина, которая всю жизнь занимается сексом крайне редко, например, раз в год, и не получает, вероятно, от него удовольствия, потому что чаще всего, когда у женщины есть внутренний запрет на то, чтобы заниматься сексом, быть в нем открытой и получать удовольствие, то удовольствие она получать, естественно, и не будет. Логично, правильно? И таким образом ее женская природа, не испытывает она оргазмов, да, ее функционирование организма, оно немножко такое атрофированное в теме сексуальности. Хорошо это плохо? Жить так, конечно, можно, и поколения наши до нас, там, да, много людей так жили, и ничего, выживали все,
можно жить без удовольствия от секса. Но согласитесь, что качество жизни будет существенно ниже. Потому что когда человек занимается сексом, испытывает оргазм, почему нам так нравится это, у кого получается, да? Потому что тогда мы получаем огромный коктейль, выброс в кровь гормонов радости и счастья. И если человек лишен такого природно встроенного, если человек не может пользоваться таким природно встроенным инструментом для получения этих гормонов радости и счастья, как секс, вот прям вот, это достаточно доступно. Найди просто партнера, с кем тебе хорошо, не занимайся в свое удовольствие. Ну, как-то безопасно, да, но тогда нужно, получается, найти какие-то другие способы, как эти гормоны счастья и радости получать. А другие это сложнее. Нужно либо быть карьеристом и постоянно добиваться каких-то новых высот, либо стать, не знаю, спортсменом и какие-то соревнования выигрывать. Ну, в общем, придется поднапрячься, чтобы эту сферу заменить. Поэтому я рекомендую, конечно, всем быть более современными, продвинутыми, раскрепощенными, делать это все с умом, разумно, заботясь о здоровье в первую очередь, но разрешать себе это удовольствие. Конкретно в этой паре мы работали в том числе, естественно, ну, в принципе, с этого и начинали, с выявлением негативных установок. Что же такое есть внутри женщины, что блокирует ей вообще мысли о том, что, может быть, секс это хорошо, и, может быть, попробовать настроить с мужем так сексуальную жизнь, чтобы это в достаточном количестве происходило внутри нашей семьи. Сейчас одну вещь вам прочитаю, в конце еще про мужа расскажу немножко. Какие бывают эти негативные установки, которые, собственно, людям мешают воспринимать секс как что-то нормальное, приятное, хорошее и вообще заниматься им, да, соответственно. Они бывают звучат таким образом. Если заметите у себя какую-то, поделитесь в комментариях, что думаете на эту тему. Заниматься сексом значит заниматься развратом. Да? То есть секс приравнивается к разврату, и тогда я не буду им заниматься, чтобы не быть развратной. Секс – это что-то плохое, и тут могут быть варианты. Пошлое или что-то грязное. Мужчины, они грязные, грубые, пошлые, они животные, которым нужен только секс. Это я читаю блокирующие установки, которые бывают вшиты в подсознание людей и, естественно, не дают людям спокойно заниматься сексом в свое удовольствие. Для женщин секс – это обязанность. В обязанности удовольствие получить сложно. Сами знаете, когда мы обязаны готовить еду каждый день на семью, что-то удовольствие нам это мало доставляет. А если вот у нас есть помощник какой-то дома, который готовит нам еду, и можно готовить еду только в свое удовольствие, когда хочется, вот тут приготовление еды может начать доставлять удовольствие. Или вот эти истории, когда над девочкой родители издевались в прямом смысле слова и заставляли ее быть как Золушка дома все свое детство, подростковый возраст, и убирать так много, и требовали от нее высокого качества, что вырастает девочка, и она просто ненавидит уборку. Потому что когда это было такой гиперобязанностью, то удовольствие тут исключено. Секс нужен только мужчинам. Тоже негативная установка неверная. Просто мужчинам он социально более разрешен был всегда, на мужчин меньше наложено вот этого социального гнета, да, и у них нет таких негативных установок в таком количестве, и поэтому они получают удовольствие. А когда человек получает от чего-то удовольствие, то ему становится это дело нужным. Поэтому если мы слышим от женщины, что секс нужен только мужчинам, это говорит лишь о том, что она не умеет получать от него удовольствие. Или даже если в процессе и получает, пытается подавить сама себя, потому что удовольствие получать нельзя. Порядочной женщине не должно нравиться заниматься сексом. И, соответственно, если мне понравится, я испытаю удовольствие, то я какая-то непорядочная. Думает так женщина. Заниматься сексом нужно только, чтобы забеременеть, а иначе это грех. И тут идет отсылка к религии, которая подавляла сексуальность людей на протяжении многих лет. Сексуальные женщины, они развратные, вульгарные и шлюхи.
Вот такие есть негативные установки. И, соответственно, если вы замечаете, что у вас где-то откликается что-то в груди, звоночек какой-то, да, похоже, у меня есть какая-то из этих фраз, зашитая в подсознание. Если она у вас есть, то, естественно, она зашита у вас вашими родителями. Может быть, они говорили так, и вы в детстве слушали, и для нас, родители, это просто что-то неоспоримое. Вот, то есть это идет из детства, где-то нахватались, от этого нужно очищаться. Как только мы убираем из головы мешающие нам ригидные негативные установки, те, которые ригидные. Ригидное — это что-то, что очень неподвижно. Вот вода, она не ригидная, потому что на нее дунул, она потекла, наклон дал, она потекла. Земля, например, она более ригидная, да, потому что комок земли, на него дуй, он не казится, наклон дать ему нужно так большой. То есть ригидность — это такое неподвижность какая-то, да, трудно сдвинуть с места. Так вот, если у вас есть вот эти вот ригидные, трудно сдвигаемые с места установки, подсматриваю сейчас на них, убирайте, не мучайтесь, не отказывайте себе в удовольствии. Нам дана, встроена в природу, в нашу, такая замечательная функция — получать от жизни удовольствие. Да, я ни в коем случае не пропагандирую секс с кем попало, секс незащищенный, такие какие-то неразборчивые половые связи. Понятно, что там всегда есть риск чего-то негативного, и то, что нам может принести какие-то рискованные последствия, этим заниматься не нужно. Но если у вас есть муж, с которым вы уже живете, вы уже выбрали этого мужчину, так отпустите вы свою природу ради Бога и живите в удовольствие. Понятно, возможно, ваши родители не позволяли себе жить в удовольствие, и, наверное, не только в сексе, но и там были какие-нибудь фразы, что нельзя, вот это фирменное, нельзя пить из серванта, из каких-нибудь там чайных наборов или из хрустальных бокалов просто так каждый день. Нужно, чтобы это было в серванте спрятано, и раз в год или 2 раза в год по праздникам только можно пользоваться чем-то, что красиво, эстетично доставляет удовольствие. Нет, это не так. Не верьте, родители ваши жили они жили как могли, для них это было верно, но повторять это не обязательно. Поэтому избавляйтесь от негативных установок, разрешайте себе удовольствие во всех безопасных, разумных проявлениях. И вернемся еще немножко к мужу. У мужа не было негативных установок на секс, потому что секс ему был нужен, дома он его не получал, он шел, получал его где-то на стороне. Но у мужа было представление о жизни, что жить с женщиной, которая секс считает грязным чем-то, в той паре вот были негативные установки, связанные с грязью, что эту грязь нужно выносить из семьи и где-то там делать. У таких, кстати, женщин потом вылетают фразы о том, что любовницы — это унитаз, куда сливается какое-то дерьмо, получается так. И почему? Потому что вот это вообще оказывается все что-то очень гадкое. И у мужа была в него вшита, опять-таки, примером родителей такая картина мира, что жить с женщиной, которая секс считает чем-то грязным, это нормально. Секс на самом деле не грязный, но переубеждать женщину не нужно, а нужно просто ходить и делать это где-то на стороне. И подсмотрел он эту картину жизни, естественно, у своих родителей, которые, собственно, и жили тоже по такой схеме. Все это мы раскапывали на консультациях, на сессиях, прорабатывали, меняли. Я просто объясняла им, что им очень важно вот эту ригидную их конструкцию сосуществования расшатать и сделать более гибкой. Потому что, первое, есть риск, что мужчина, гуляя по женщинам, встретит однажды даму своего сердца, которая к сексу относится иначе, и она его, так скажем, расколдует от того сценария, который на него наложен его родителями, да, и он поймет, что, оказывается, не обязательно жить с женщиной, которая считает секс чем-то грязным. Вот. А во-вторых, женщине для здоровья полезно заниматься сексом с мужем, безопасно, потому что кровь циркулирует, половые губы набухают кровью, обмен веществ улучшается, гормоны счастья, радости производятся в целе в большом количестве, настроение улучшается,
И становится вообще-то понятным, зачем тогда эти люди живут вместе. Потому что жить без секса вместе – это просто жить как друзья. Должны ли друзья жить 24 часа в одном доме? Не знаю, как-то это как родственники даже скорее, наверное, как-то это странно. Не то, что странно, опять-таки, это очень распространено, да, но сама концепция, почему люди считают это разумным, странно. То есть люди берут это как бы по образу и подобию своих родителей, как жили родители, и не анализируют это критическим мышлением. Критическое мышление, когда мы на что-то смотрим и думаем, а правда ли это так? А может быть, это ошибочно, да? Пытаемся накидать вариантов, как это опровергнуть. И вот нужно брать картинки, в которых вы живете, сценарии, унаследованные от родителей, смотреть на них, ну а правда ли надо именно так? Может быть, так не обязательно, а можно как-то лучше. Вот. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, вопросы, что-то пишите в комментарии, захожу сама в комментарии, стараюсь всем ответить. Если хотите от меня больше лайва, личной информации, каждый день почти я в Инстаграме, в своем, в историях, заходите. И до встречи в следующих видео на этом канале.